Друзья, всем привет! Вы на канале Power Device, и сегодня я хочу поговорить с вами о MIUI 13.5. Еще совсем недавно Xiaomi анонсировали MIUI 13, но уже сейчас известно, что компания работает над оболочкой MIUI 13.5. Как обещают нам Xiaomi, там будет множество полезных изменений. Одно из таких обновлений я уже показывал в предыдущих своих роликах. Оно несет вот такую функцию на вашем рабочем столе. Здесь можно выбирать из трех вариантов – минимальную плавность, среднюю и повышенную. Влияет эта настройка на ту плавность, когда вы открываете и закрываете приложение. Ссылку на это видео вы сейчас можете видеть на своих экранах. Так вот, друзья, сегодняшнее видео также посвящено обновлениям из MIUI 13, которые я смогу прямо сейчас наглядно вам показать. Обновления затронут игровой режим, безопасность, а также, друзья, я нашел информацию о том, что в MIUI 13.5 Xiaomi работают над оптимизацией места в хранилище, а именно они его перерабатывают, в том числе и раздел «Другое». Еще из обновлений я покажу шторку, которая будет использоваться в MIUI 13.5. Про все это я вам сейчас расскажу. Для разбора новых функций нам понадобятся следующие обновления. Первым делом я обновлю плагин системной службы, а также у меня есть две версии приложения «Безопасность», обновление которых несет новые функции из MIUI 13.5. Зачем две версии, спросите вы? Позже я вам обо всем расскажу. Сперва устанавливаю первую версию. Посмотрите, сразу изменяется значок игрового центра. Так будет выглядеть игровой центр в новой оболочке MIUI. Xiaomi обещают нам, что он будет более функциональный, а также они переработали внешний вид. Здесь мы можем добавлять любые приложения и игры, которые мы хотим ускорить через игровой центр. Давайте зайдем в настройки. В принципе, в настройках особых изменений нет. Но как обещают Xiaomi, эти функции стали более действенными. К примеру, здесь есть такие же функции, как и в старом игровом центре. Оптимизация и усиление Wi-Fi сигнала, оптимизация касаний и улучшение аудио. Также, если зайти на нижнюю вкладку, выбираем игру, здесь так же, как и в старой версии, можно настраивать контроль касаний. Это классический мод, есть расширенный Pro мод. И также кастомизация лично под вас. Первая полоска настраивает отклик на свайп, вторая – это отклик на непрерывные нажатия. И вот эти две полоски я вам рекомендую поюзать в игре. Вот эта полоска – это точность прицеливания. И самая нижняя – это стабильность нажатий. То есть, чем правее вы их выставите, тем будет точнее ваше прицеливание и стабильность нажатий. Давайте зайдем в игру. В игре свайпом вот по этой сноске вызывается такое меню. В принципе, здесь особых изменений нет. Но, как утверждают Xiaomi, они немного переработали вот этот мод, который несет настройки баланса, а также максимальной производительности в игре. По идее, эти настройки должны улучшиться. Слева присутствуют все ваши приложения, которые можно запустить в плавающем окне. В остальном же глобальных изменений нет. Все то же изменение голоса, те же таймеры, запись экрана и так далее. Итак, друзья, чтобы посмотреть следующее обновление из MIUI 13.5, которое касается хранилища, а в частности сектора «Другое», нам нужно установить следующую версию приложения «Безопасность». Для этого я устанавливаю вот эту версию. Посмотрите, внешний вид хранилища изменился.
Чтобы наглядно это продемонстрировать вам, я покажу вам две версии. Слева будет старая, а справа новая версия. Итак, посмотрите, в новой версии вообще пропадает раздел «Другое». Здесь множество разделов, но другого нет. Зато здесь добавляется новый раздел «Система». Их теперь два. Вот это основной раздел, а это дополнительный. И вот в старой версии сюда нельзя было заходить. Теперь же, нажав на дополнительную систему, мы попадаем вот в такой раздел. Первый пункт называется System Logs, то есть системные журналы. Здесь написано, что системные журналы будут очищаться автоматически при необходимости. И если мы сюда нажимаем, то мы попадаем в обычную очистку. И второй пункт – это как раз другое. Здесь написано, что это данные, необходимые для нормальной работы системы. Размер файла может изменяться со временем. Пока что нажимать сюда и очищать какие-то файлы не предоставляется возможным, но я думаю, в дальнейшем, возможно, об этом Xiaomi позаботятся, так как они уже начали заморачиваться о пункте другое. Это видно в обновлениях MIUI 13.5. По сути, в этой новой версии Xiaomi заявляют нам, что файлы другого – это по сути система, и все эти данные необходимы для работы MIUI. Друзья, следующее обновление касается шторки из MIUI 13.5. Сейчас у меня установлена шторка из MIUI 13. Изменил я ее внешний вид с помощью файла, который несет обновление в MIUI 13. А вот эту цветастость и разные значки можно установить с помощью тем. Видео про это есть на моем канале. А сейчас появилась возможность установить обновление для еще более новой шторки, которая будет появляться в свежих версиях MIUI. Для обновления понадобится вот такой файл. Запомните эту шторку. Теперь установим обновление. Это новая шторка. Основное, что здесь изменяется, это анимация. Теперь шторка, так сказать, не сильно растягивается вниз, когда вы делаете свайп. Посмотрите сравнение. Справа будет шторка из MIUI 13.5, а слева из MIUI 13. Конечно, в новой шторке изменяется не только анимация, но также можно заметить изменения во внешнем виде. Кстати, какая вам больше нравится? Напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Друзья, естественно, все эти файлы с обновлениями я оставлю внизу в описании под видео. Вы так же, как и я, можете скачать их и установить себе на смартфоны. Но будьте внимательны, если вы хотите просто установить себе новый игровой центр, то устанавливайте вот это обновление, плагин системной службы, а также вот эту версию Security 6.2.1. Если же хотите посмотреть изменения в хранилище, то устанавливайте вот эту версию Security 6.2.3. Но последняя Security, вот это, не работает должным образом в игровом центре. Лично у меня оно вызывает ошибку. Также и файл с новой шторкой я оставлю внизу в описании под роликом. И не забудьте подписаться на мою группу ВКонтакте. А также, друзья, попрошу вас, подписывайтесь на мой канал Яндекс.Дзен. Он также будет внизу в описании. Там публикуются не только видео, но и полезные статьи с настройками. На этой ноте буду завершать обзор. Не забывайте подписываться на канал, прожимайте колокольчик, жмите лайки. По традиции желаю вам только качественных девайсов и хороших настроек. До встречи в следующих роликах. Всем пока!